Всем чус, челики, всем приятно покушать каловое масло, сказал бы я, если бы был бы зрителем Крипера 2004. И не надо писать сразу же, что я сделал данный видеоролик с плохим посылом к автору. Здесь будет рассказано по факту со всеми пруфами, так что малолетние бытлы не надо писать, что я даун, дебил или горилла. И так все началось в далеком прошлом. Я бэкал с воркаута. Не в то русло полез. Мы сидели с пацанами в дискорде и рофлили с молодежных приколов. Как вдруг я нашел прикольный фильтр, в котором можно было убрать человеку родное. Это брови. И мы начали устраивать молодые приколы, которые могли бы показаться очень плохими, если бы у людей было чувство юмора. Но, увы, человек, которому мы прислали фотокарточку, был в негодовании из этого и занес нас в свой черный как палочка блаженства список, что очень сильно сказалось на настроении меня и моих друзей. Мы были в огромном гневе и не знали, что делать и куда вертеться. Но выход был только один. Мы пошли слушать пошлую Молли и френдзону. Не ту строку прочитал. Мы начали задумываться над самым главным разоблачением в постеронии и власти Владов. Спустя пару дней, собравшись в большой компании у турничков, чтобы классно подкачать свои руки перед написанием данного сценария, который был придуман умным человеком, после того, как мы поворкаутили, мы решили заняться нормальным делом и решили, что нужно как-то решить ситуацию с черным списком, тем самым родив многолетнюю депрессию Крипер 2004. Начав пересматривать все видео автора, мы заметили, что он очень заврался перед своей аудиторией и тем самым сделал запутанную историю, в которой будет конец. Так что вам нужно будет обязательно высунуть свои уши из отверстия, созданного для них, и внимательно меня послушать. Вы даже, наверное, и не замечали, с каким смыслом автор делает видео. Он как можно больше хочет вас унизить и поставить на колени перед самим собой. Одумайтесь. Итак, посмотрев видео про тупые имена, мы заметили, что данный материал с именами, которые его троллили в детстве. После чего он ходил на пожилые хаты и создал свой канал. Мы можем приглядеться, что имена также были и моих друзей, с которыми я был на турниках, а именно Никита и Глеб, а также остальные имена людей, которые находились со мной на одной планете. Не, ну я просто в шоке с этого поведения молодого человека. Думаю, на этом моменте мы могли бы остановиться, но следующие грехи не могли нам дать этого сделать. И достаточно прорыв все мусорки канала, я нашел еще 10 отходов творения, которые вы не заметили. Да я вообще не могу понять, как вы это смотрите. Заметив бы это на вашем месте, я бы давно сделал пересадку мозга и смену ушного аппарата. Итак, мы начинаем с плохих новостей. Кстати, они будут весь видеоролик. Как мы знаем, до наших лет существовали Кирилл и Мефодий, которые создали первую азбуку для наших мозгов, которая создалась в 863 году. Но вдруг Кирилл и Мефодий нервно закурили в сторонке, увидев, что Крипер, непатриотично относясь к существованию азбуки, придумал для себя любимого новую букву. Тем самым увеличил алфавит с 33 букв до 34, придумав букву R. Тем самым провозглавив себя первым человеком в нашем веке, который сам сел и придумал новую букву для алфавита. А что это значит? Что он опять вас поставил в ничто и ничего, доказывая, что вы бездари? Умный ход, Крипер. Но глупее этого я еще не видел. Ты решил опять унизить своих зрителей, якобы разыграв свою почку, и подразумевав в том, что они нищеброды и не смогут приобрести себе еще одну. Но ты еще так и не разыграл ее. Видимо, она у тебя одна, и еще без одной ты вряд ли проживешь. Ведь вместо Кави у тебя уже будет Балтика 9. Жду розыгрыши селезенки, дальше некуда. Также я был ошеломлен в том, что ты в начале своей постраничной карьеры начал унижать города, в которых ты толком и не прожил. Вот что они тебе сделали? Ты ходишь и убиваешь уважение данных городов, показывая только разные подворотни, в которых дядя Вася стал кипятком по углам. Когда будешь в следующий раз делать обзоры, то, пожалуйста, покажи биотуалеты. Это будет куда полезнее, ведь мне там еще выделять каловые массы естественным путем. Спасибо за понимание. Тем самым мы напомним о твоей краже разных товаров из магазинов. К примеру, мы вспомним кражу пятерочки, которую ты обокрал в сумме на 90 рублей. Принеся свой компьютер, в котором стоит самый лучший процессор Ryzen 5600, и ты умудрился унести 2 банки Балтики. Но твои зрители наверняка подумали, что ты и вправду так сделал, что повлекло за собой многочисленные кражи во всех пятерочках страны. Спасибо за хорошее детство, Крипер. Но на самом деле мы можем заметить переход, в котором уже Крипер произвел оплату товара и со спокойной душой пошел заливать его в свой организм. Еще могу добавить твою кражу туалетной бумаги в разных фастфудах твоего города. Придя вместо готовки еды, ты забирал огромные рулоны бумаги, которые, я надеюсь, ты использовал в нужных целях. Оскорбив некоторые фастфуды американской рыгаловкой, ты разрушил многие карьерные лестницы, а ведь они могли стать лучшими в своем роде. Кстати, меня очень огорчило видео, в котором ты стебался над саратовским поездом, который впал в большую депрессию перед своим отъездом. А ведь когда тебя дропнул Тян, ты также сидел и был в огромной депрессии. Тебе никто и плохого слова не написал. Глупый поступок с твоей стороны. Помню, как-то ты показывал, как с помощью интернета скачать Майнкрафт на компьютере, даже не установив его в итоге. Гений мысли просто, отец русской демократии. Наверное, хотел нам вирусы в компьютеры подсунуть. Не тот ход, не повезло, не фартануло. Хотя никто бы и не скачал, соболезную. Жду, когда можно скачать симулятор Балтики 9. Наверное, еще и Нобелевскую премию хотел получить наш герой, тем самым придумав вечный двигатель, соединив 2 зарядки в одну и воткнув в тройник. Вся эта конструкция создала короткое замыкание и выключился свет, которое могло создать пожар, и у всех твоих подписчиков сгорела бы квартира или дом. А кто про тебя делал тогда мемы и приколы? Проснись. Думаю, ты ценишь своих подписчиков и не будешь больше повторять подобные трюки с двигателями. Ах да, мы забыли самое главное пришествие канала. Как тебя хотели убить и в итоге убили 20.08.2019. Всей толпой тебя кумарили по голове, а твое лицо замазали. По факту вы били другого человека. Для каких же целей? Мне будет очень интересно узнать, хотя все мы знаем правду. Тебя нашли те же охранники пятерочки, увидев твое видео, когда ты произвел кражу товара. Слава богу, что ты все-таки умер, очень жалко, я поплакал. Надеюсь, ты никогда не играл в Clash Royale с читами.
Также наш Илон Маск совершил якобы первый постраничный полет на Луну, который в итоге хотел поджечь, но в итоге не получилось. Наверное, силы НАСА тебя смогли остановить, иначе ты бы стал главным акушером, который сбежал из роженицы. И многие группы ВК начали бы тебя постить, якобы какой же герой, это же сам Крипер. Но увы, хайповоз не поехал дальше, очень жаль. Еще наш богач решил показать себя с плохой стороны, когда делал обзор на квартиру Влада, говоря о том, что он живет как бомж, хотя по квартире такое и не скажешь. Но по самому Владу я бы сказал, что он и на колхозника похож. Но самое главное в видео то, что у него на полу лежит видеокарта от Nvidia, процессор Intel, а в шкафу лежал блок питания и несколько плашек оперативной памяти. О каком мировом рекорде может вообще идти речь, когда ты живешь в квартире из процессоров видеокарт? Пойми, бедность заключается в процессоре AMD, так что шах и мат. Уделали еще одну пешку. Надеюсь, вам очень понравилось данное разоблачение. Вы можете также заливать данный видеофрагмент в свои паблики ВК и YouTube. Это было очень жаркое унижение Крипера, и я надеюсь, что после этого видео он будет делать познавательный контент, который будет заслуживать репутацию, и вы будете жить с хорошей психикой. Всем спасибо за просмотр, но Владу пожелаю, чтобы он вынес из ЧС. Всего хорошего.